Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить ленивые вареники с творогом и с таким же ленивым вишневым соусом. Это мой любимый быстрый завтрак. Очень вкусно, очень просто и очень быстро. Список всех ингредиентов будет в конце видео, а мы, не теряя времени, начнем их готовить. Главный секрет вкусных ленивых вареников – это сухой творог. Даже если на вид он довольно сухой и рассыпчатый, как у меня, все равно его нужно отжать. Берете марлю в 2-3 слоя или вот такую тканую салфетку. Высыпаю на нее творог и отжимаю. Чем больше влаги вы удалите из творога, тем меньше муки у вас пойдет в тесто и тем творожнее будет вкус у ваших вареников. Кстати, то же самое касается и теста на сырники. Как я их готовлю и как сделать идеально круглые сырники, вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. У меня было 600 граммов творога, и после того, как я его отжала, получилось ровно 500 граммов. Он у меня такой мелкозернистый, я его просто разомну немного вилкой. Конечно, при желании его можно пробить погружным блендером, но меня устраивает и такая консистенция. Разбиваю 2 яйца. Добавляю щепотку соли и сахар. Сахара много не кладите, так как он способствует выделению жидкости из творога, а чем больше влаги, тем больше муки понадобится. Сахаром можно посыпать уже готовые вареники, а еще лучше приготовить ленивый соус, рецептом которого я чуть позже поделюсь. Итак, я смешала творог с яйцами и сахаром. Добавляю муку. Муки для ленивых вареников я обычно беру 1/5 часть от веса творога. Творога у меня 500 граммов, значит муки я добавлю в тесто 100 граммов и еще 20-30 граммов оставлю на подпыл. Но творог бывает разный и вам может понадобиться чуть больше муки, тогда добавьте еще столовую ложку. Хорошенько перемешиваю все вилкой. Перед тем, как формировать вареники, быстренько сделаем ленивый соус. Для него подойдут любые ягоды. У меня 250 граммов замороженной вишни и черники, 50 граммов сахара и 5 граммов крахмала. Отправляю все в сотейник и перемешиваю. Ставлю сотейник на плиту и на небольшой мощности довожу до кипения. Помешиваю и варю до небольшого загустения. На это уходит около 2 минут. Все, ленивый соус готов. У меня на канале есть рецепт вкусных вареников с вишнями и с черникой из заварного теста. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Ставлю кипятить воду на вареники и приступаю к формовке. Предложу вам 2 варианта формовки вареников. Первый, самый ленивый. Вы берете кондитерский мешок. Можно с круглой насадкой, можно без насадки. Отрезаете кончик мешка, наполняете его тестом. Разминаете тесто внутри мешка, уплотняя его, чтобы не было пустот. Выдавливаете на доску, присыпанную мукой. А ножницами или ножом отрезаете нужный вам размер. При таком способе вы даже не касаетесь руками теста. Тесто даже можно нарезать прямо в кастрюлю с кипящей водой, но у меня вода еще не закипела, поэтому я оставлю их на доске. Второй вариант менее ленивый, классический. Можно размять тесто руками. Припылить доску мукой, выложить часть теста, скрутить колбаску и нарезать вот такие бочонки. У меня нож фигурный, но и обычный нож вполне подойдет. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Формирую вторую колбаску и нарезаю ее ромбиками. Как вам больше нравится, так и делайте. Вот такие 3 разных формы ленивых вареников.
Также я растопила 50 граммов сливочного масла, чтобы смазать готовые вареники. Вода закипела. Добавляю в нее половину столовой ложки соли. Отправляю в кастрюлю часть вареников. Много сразу не закладывайте, чтобы они не слиплись. Аккуратно перемешаю. После того, как вареники всплывут, варю еще 1,5–2 минуты. Достаю. В посуду, в которую выкладываю вареники, добавлю немного растопленного сливочного масла, а затем шумовкой достаю вареники. Сверху еще немного поливаю маслом и перемешиваю. Отправляю вариться вторую партию. Вот что у меня сегодня получилось. 3 разных формы вареников. Какие вам больше по душе, такие и делайте. Можно полить их соусом и добавить сметаны. Это просто объедение. Для ленивых вареников мне сегодня понадобилось 500 граммов отжатого сухого творога, 50 граммов сахара, 2 яйца, 130 граммов муки и щепотка соли. Вот такая красота получилась. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты сырников, блинов и оладий смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!